Раппорт узора, который мы сегодня вяжем, составляет всего 2 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Вяжется узор достаточно просто, он очень интересный, необычный. Идеальный узор для вязания плечевых изделий. Также таким узором можно вязать шарфики, палантины, какие-то любимые ваши интересные вещи. Итак, для образца я наберу 12 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одну спицу достала, и вязать мы начинаем с самого первого ряда. Кромочную петлю либо провязывайте, либо переснимаете, как привыкли, и начинаем вязать с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы сейчас вяжем резинку 1 на 1. Начинаем с изнаночной петли. Лицевая, изнаночная. Заканчиваем ряд лицевой и кромочная. Первый ряд провязали. Второй ряд также мы вяжем еще один ряд резинки 1 на 1, начиная с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. Третий ряд кромочную сняли, и сейчас нам нужны 2 следующие петли. Заводим спицу в 2 петли, рабочая нить спереди, и из 2 мы вяжем 1 изнаночную, скинули, из 2 мы вяжем 1 изнаночную, и так до конца ряда. Из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная и кромочная петля. Третий ряд закончили. Четвертый ряд. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Лицевую я вяжу за заднюю стенку. Накид, лицевая, накид, лицевая. В конце ряда кромочная. Это изнаночная сторона, лицевая сторона. И повторим раппорт еще один раз. Вяжем узор изнаночная, лицевую мы вяжем за переднюю стенку накида предыдущего ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. Первый ряд мы провязали раппортом. Второй ряд также изнаночная, лицевая. Начинаем с изнаночной петли. То есть здесь мы вяжем уже по узору. Второй ряд провязали. Третий ряд кромочную снимаем, переводим рабочую нить перед работой. Из 2 петель мы вывязываем 1 изнаночную. Раз. Далее из 2 петель вяжем 1 изнаночную. Из 2 петель 1 изнаночная. Из 2 1 изнаночная. Из 2 1 изнаночная, кромочная. И последний ряд. Кромочную сняли. В начале ряда мы делаем накид,
лицевую вяжем за правую дальнюю стенку. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная. В конце ряда мы накид не делаем. Это изнаночная сторона, лицевая сторона. И вот так узор выглядит в большом образце. Очень интересный, достаточно эластичный узор. Вот так он выглядит в растянутом виде. Покажу элементы поближе. Такой очень оригинальный, интересный и вяжется достаточно просто. Справится даже начинающая вязальщица. Вот так. И изнаночная сторона. Посмотрите, какая интересная изнаночная сторона. Как бы ступеньками идет. И лицевая еще раз. Он получается достаточно такой рельефный. И я еще связала небольшой образец из пушистой пряжи. Так вот. У меня здесь пушистая пряжа достаточно такая толстенькая, и она идет с меланжевым эффектом. Неудачно, конечно, я пряжу подобрала, надо было взять однотонную, но и в такой интересной пряже узор смотрится очень интересно. Вот так элементы выглядят. По-моему, идеальный узор для вязания палантина. Можно связать джемпер, достаточно такой свободный. Самое главное, узор вяжется очень быстро и просто. Я люблю узоры простые, быстрые в исполнении, чтобы изделие вязалось быстро и смотрелось тоже достаточно классно. Вот так. И изнаночная сторона. Такая очень интересная. То есть, если вы вяжете какое-то изделие, где будет хорошо видна изнаночная сторона, то изнанка вас не подведет. Посмотрите, какая она интересная. Вот такой интересный и простой узор мы сегодня с вами связали. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забудьте поставить лайк этому видео. До встречи в новых видео.